Какой из систем неподвижных блоков надо приложить большую силу при подъеме одного и того же груза, если трение в каждом из блоков одинаковое? Это первая система, неподвижный блок 1, на нем висит груз P. Канат или трос перекинут через второй неподвижный блок, который закреплен внизу, и еще один неподвижный блок тоже закреплен внизу, и наверх неподвижный блок, еще вниз неподвижный блок. Тоже неподвижный блок. Это первая система неподвижных блоков. И вторая. Еще раз смотрим условия задачи. В какой из систем нужно приложить большую силу? Причем указано о том, что трение в каждом блоке одинаковое. Допустим, у нас этот груз имеет вес P. Он одинаков. Первый и второй случай. Каждый из блоков имеет силу трения. И причем эта сила трения в каждом блоке одинаковая. Она равна во всех блоках. Если мы поднимаем в неподвижном блоке вес, при том, что отсутствует трение, при равномерном движении, получается, то натяжение нити или троса будет такое же, как и натяжение равно P. Скажем, вот в данном случае T будет равно P. Если здесь отсутствует трение. Но если же трение здесь присутствует, значит оно тогда внесет свои коррективы. Натяжение этой нити должно учитывать еще натяжение этого плюс еще силу трения. Здесь будет равно T плюс F трения. После первого блока неподвижного мы имеем уже увеличение силы натяжения на силу трения этого блока. Теперь посмотрим. Заходит на второй блок, а тут тоже есть сила трения. Но она такая же. Значит, получается, что на входе блока получается T плюс F трения, а на выходе блока сила натяжения какая будет? T плюс уже 2F трения. Потому что добавится еще одно F трения. Дальше смотрим. Третий блок. В третьем блоке тоже есть сила трения. Так получается, вход у него натяжение вот это T. Ну, T мы знаем, это равно P. Здесь что будет? Еще добавится сила трения. В этом месте T плюс 3F трения. Уже добавилось сюда третий блок, внес свои коррективы. Теперь подошли к четвертому блоку. На входе к четвертому блоку есть натяжение каната T плюс 3F трения. На выходе будет T плюс 4F трения. И, естественно, на выходе вот здесь общее усилие, которое надо будет приложить для того, чтобы поднять этот груз, будет T плюс 5 F трения. T мы знаем о том, что равно P, значит здесь на выходе будет P плюс 5 F трения. Каждый из этих блоков, которые здесь есть, внес свою добавку к той силе, которую необходимо применить для того, чтобы поднять этот вес. Такая же точно ситуация. Посмотрим, сколько здесь получается. Сила T, натяжение каната равно T равно P. Первый блок вносит свои коррективы. В этом месте уже будет сила натяжения каната T равно плюс F трения. Первый блок внес свои коррективы, добавил. Второй блок тоже внесет свои коррективы. Он увеличит еще на одну трение. В этом месте уже T плюс 2F трения. С этой стороны что получается? Заход 2F трения, а тут, естественно, T плюс 3F трения. Поскольку T у нас здесь тоже равно P, можем сказать, что действующая сила здесь должна быть P, прибавить 3F трения. Теперь сравним вот эти значения 2. Явно видно, что для того, чтобы увидеть, в каком месте будет большая сила, сразу здесь, естественно, нужно приложить в первом случае большую силу, чем во втором случае, потому что в этом случае вносят свои коррективы силы трения каждый из блоков, а блоков здесь 5 F трения, а здесь всего лишь 3 блока, поэтому тут сила будет меньше, на 2 силы трения вот здесь. Так ответ, что в первом случае, первая схема, поднять этот вес, необходимо приложить большую силу, чем во втором случае.